这些都是根据爹爹和娘亲的武器仿制的，潇潇，快试试你喜欢。爹爹当年可没这待遇。A few moments later. Сяо-Сяо – дочь Сяо-Яня и королевы Медузы. Она любимица всех, включая Яо-Лао и Сяо-Ченя. Они как дедули для нее. В оригинальном романе Сяо-Сяо не второстепенный персонаж. Это первый ребенок Сяо-Яня и Цайлинь, девочка, родившаяся уже на уровне предка. Гениальный ребенок с духовной силой, превосходящий даже показатели ее отца в юности. Ее существование напрямую влияет на развитие отношений между Сяо-Янем и королевой Медузой, а также раскрывает новую сторону самого героя – Сяо-Яня не только как воина, но и как отца. После событий загадочной Желтой крепости, где Сяо-Янь героически защитил жену и дочь, состоялось долгожданное воссоединение семьи. И именно с этого момента начинается совершенно особая линия – Сяо-Янь и дочь. На данный момент Сяо-Янь уже находится на уровне святого. Его понимание доу-ци, контроля небесного пламени, стратегического мышления и боевого опыта достигло высот, недоступных большинству экспертов континента. Но перед ним стояла задача куда сложнее любой битвы – воспитать дочь, чей врожденный талант был настолько огромен, что мог либо вознести ее на вершину, либо разрушить из-за отсутствия правильной основы. Сяо-Сяо родилась сильной. Но Сяо-Янь прекрасно понимал, истинный эксперт не полагается только на родословную и дар. Он сам прошел путь через унижение, борьбу и границу жизни и смерти. Поэтому тренировки начались не с техник, а с фундамента. Каждое утро в павильоне падающей звезды начиналось с медитации. Сяо-Янь учил Сяо-Сяо чувствовать движение энергии не как поток силы, а как дыхание мира. Он объяснял, что доу-ци – это не просто инструмент разрушения, а продолжение воли. Он показывал, как распределять энергию мягко, не допуская перегрузки меридианов, ведь ее врожденная основа, хоть и мощная, все же требовала укрепления. Первые спарринги проходили в особом защитном массиве. Представьте, как выглядит тренировочный бой – святой против предка. Разница уровней колоссальная. Но Сяо-Янь никогда не подавлял ее силой. Он намеренно снижал давление своей ауры, ограничивал использование небесного пламени и позволял ей атаковать первой. Сяо-Сяо была быстрой. Ее удары были чистыми, наполненными врожденной силой. Иногда она даже заставляла Сяо-Яня отступить на шаг, не из-за слабости, а чтобы дать ей почувствовать вкус настоящего боя. Он учил ее главному – анализировать. После каждого обмена ударами он спокойно разбирал ошибки. Где был лишний выброс энергии, где стойка была нестабильной, где эмоции взяли верх. Иногда он создавал иллюзии противников, имитируя атаки зала душ. Он говорил ей, что настоящий враг не всегда стоит перед тобой открыто, иногда он действует из тени. И если хочешь стать лидером клана Сяо, ты должна видеть дальше удара. Особое внимание уделялось контролю небесного пламени. Сяо-Янь не позволял ей напрямую взаимодействовать с его пламенем без подготовки. Он знал цену малейшей ошибки. Вместо этого он обучал ее пониманию температурных колебаний, свойств огненной энергии и алхимической стабильности. Когда Яо-Лао впервые увидел девочку, он сразу заметил ее духовную силу и родство с элементами огня и дерева. Именно поэтому обучение алхимии началось практически сразу. Древний черный алхимический котел был извлечен из хранилища. Сяо-Сяо с поразительной концентрацией управляла пламенем, и даже Сяо-Янь наблюдал за этим с удивлением. Но если Яо-Лао давал ей глубину теории, то Сяо-Янь закалял характер. Однажды он устроил настоящий тренировочный поединок без снижения давления до минимума. Его аура святого слегка придавила пространство. Не разрушительно, но достаточно, чтобы она почувствовала разницу между уровнями. Сяо-Сяо впервые ощутила, насколько огромна дистанция между предком и святым. Она упала на одно колено, но не заплакала. Сяо-Янь тогда сказал ей, что сила – это не то, что ты получаешь при рождении. Сила – это то, что остается, когда ты встаешь после падения. Со временем их спарринги стали зрелищем для всего павильона. Маленькая принцесса, родившаяся предком, против отца святого. Удары сталкивались, энергия вспыхивала,
но в каждом движении чувствовалось не соперничество, а передача наследия. Его аура могла подавлять экспертов уровня предка одним лишь присутствием, а почтенные воины поражались ее таланту. Контроль над Доу Ци позволял ей формировать защитные домены. Сяо Сяо к тому моменту уже находилась на пике предка. Для ребенка это абсолютная аномалия. В обычной системе культивации класс предка достигается десятилетиями, у нее же это была отправная точка. И именно здесь начинается главное. Сяо Янь прекрасно понимал разницу между предком и святым, поэтому обучение строилось в 3 этапа. Первый этап – стабилизация основы. Несмотря на врожденную силу, фундамент Сяо Сяо требовал укрепления. Ее уровень был высок, но путь был коротким. Она не прошла через десятки боев на грани смерти, как ее отец. Сяо Янь ограничил ее практику активных техник и сосредоточил внимание на циркуляции Доу Ци в меридианах. Он создавал пониженные гравитационные массивы, где давление постепенно возрастало, вынуждая ее уплотнять энергию. Святой способен точно регулировать плотность пространства. Он использовал это, чтобы мягко сжимать окружающую среду, заставляя ее тело адаптироваться. Это не выглядело как зрелищные битвы. Это была холодная, точная работа над фундаментом. Второй этап – контроль силы. У Сяо Сяо был огромный энергетический резерв, но объем не равен мастерству. Сяо Янь устраивал спарринги, где запрещал ей использовать максимум ауры. Он ставил условия – победить, не превышая 70% циркуляции Доу Ци. Разница уровней делала исход очевидным, но цель была иной. Он учил ее читать движения, предугадывать направление атаки, распознавать микросдвиг пространства перед появлением техники святого. Иногда он намеренно создавал иллюзию ошибки, оставлял брешь в защите. Если она атаковала без анализа, он мгновенно блокировал и объяснял, что настоящий эксперт никогда не оставляет слабость случайно. Третий этап – ментальная устойчивость. Сяо Янь знал, талант – это только половина пути. Он прошел через унижение, потерю силы и ранения на грани жизни и смерти. Он стал тем, кем стал не из-за гениальности, а из-за выживания. Он создавал сценарии, где она оказывалась проигравшей. Давал ей почувствовать поражение, смотрел, как она реагирует. И именно здесь раскрывалась ее истинная природа. Сяо Сяо не сдавалась. Ее врожденная гордость, унаследованная от королевы Медузы, сочеталась с упрямством Сяо Яня. Она поднималась, перестраивала технику, атаковала иначе. Настоящий эксперт не только полагается на талант, но еще и на упорство. Параллельно подключился Яо Чень. Пока Сяо Янь закалял ее в бою, Яо Лао формировал ее духовную дисциплину. Так обучение стало двойным. Тело закалял Сяо Янь, дух и духовную силу Яо Лао. Но помимо тренировок, ее будни проходили очень весело и не всегда обычно. Она росла в месте, где собирались сильнейшие эксперты континента, а потому ее будни совсем не были похожи на жизнь обычного ребенка. А встречи и игры с Цзиянь были одними из самых оживленных. Первым, кто обычно появлялся рядом с ней, был Сяо Чень и Яо Лао. Для него Сяо Сяо стала практически внучкой. У Яо Лао никогда не было собственных детей, а Сяо Яня он всегда считал своим сыном. Поэтому каждое утро он лично проверял состояние ее духовной силы. И теперь главный вопрос. Может ли Сяо Сяо превзойти Сяо Яня с точки зрения лора? Теоретически, да. Причины следующие. Первая – родословная. Она унаследовала кровь святого и линию семицветного питона. Это сочетание человеческого гения и высшей магической крови зверей. Вторая – стартовая точка. Сяо Янь начинал с потери таланта и падения уровня. Она стартует с уровня предка. Третья – среда. У нее есть отец святой, наставник-алхимик уровня лучших гениев континента и доступ к ресурсам Альянса. Но есть и фактор, который может все изменить. Сяо Янь достиг вершины через постоянный риск смерти. Его путь был экстремальным. Именно давление сделало его тем, кто смог стать Доуди. Если Сяо Сяо не столкнется с подобным пределом, ее рост может быть стабильным, но не взрывным. С точки зрения чистого потенциала, она способна превзойти его. С точки зрения вероятности, это будет зависеть от того, испытает ли она тот же предел, который однажды испытал ее отец. Святой может победить врагов. Но только отец может вырастить того, кто однажды превзойдет его. И именно поэтому ее частое отсутствие в аниме так волнует фанатов.
Кроме того, нам так и не показали заветного слова «папа». Без Сяо-Сяо теряется огромный пласт развития персонажей. Теряется мягкость королевы Медузы. Теряется новая грань Сяо-Яня. Не как воина, победившего зал душ, а как отца, который готов ради дочери ограничить собственную силу и терпеливо объяснять основы. Скорее всего, ее первые слова Сяо-Яню в аниме «Расколотая битва и синева небес» будут не «папа», как в оригинале, но в «Великом правителе» все встает на свои места. После завершения войны драконов Сяо-Янь вернулся в павильон падающей звезды. Далее начнется новая глава. Не только войны за небесное пламя и битва с залом душ, но и путь передачи наследия. Ведь настоящий эксперт не только достигает вершины, он взращивает того, кто поднимется еще выше. Как это сделал Яо Лао со своим учеником Сяо Янем. Напишите в комментариях, верите ли вы, что Сяо-Сяо станет сильнее Сяо Яня, или легенда отца останется недосягаемой. Но не выключайте видео, так как в конце будут те самые приключения Сяо-Сяо или ее будни. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока. 终于流出来了，今天好好玩玩。大个子，我用这个跟你换。树上那么多，分我几个呗。